Новинка Bestune T99 – это среднеразмерный переднеприводный кроссовер премиум-класса и одновременно флагман модельного ряда китайского автопроизводителя FAW. Этот автомобиль ориентирован на городских жителей со средним и высоким по европейским меркам уровнем дохода, которые следят за модными тенденциями и не привыкли жертвовать ни комфортом, ни дизайном, ни безопасностью. На нашем канале уже есть обзор про T77, ссылку вы сейчас видите на экране. А теперь обо всем поподробнее. Экстерьер FAW Bestune T99 отличается классическими пропорциями и оригинальным и весьма брутальным оформлением. Монументальный фасад паркетника дополняет зауженные фары, хромированная решетка радиатора и L-образные огни дневного хода, интегрированные в рельефный бампер. Корма несет на себе эффективные фонари, которые объединяются светодиодной полоской, трапециевидные патрубки, имитирующие четырехствольный выхлоп и вертикальные секции противотуманок. Длина FAW Bestune T99 составляет 4800 мм, ширина 1915 мм, высота 1685 мм. Межосевое расстояние кроссовера достигает 2870 мм, а дорожный просвет 192 мм. В снаряженном виде автомобиль весит 1775 кг, а его полная масса достигает 2225 кг. Внутри премиум кроссовер встречает вполне солидным дизайном. В непосредственном ведении водителя находится трехспицевой мультируль с усеченным снизу ободом и полностью цифровая комбинация приборов с 12,3 дюймовым экраном. На центральной консоли нет физических переключателей, и в принципе всеми функциями заведуют два сенсорных табло. Верхний с диагональю 12,3 дюйма отвечает за информационно-развлекательную возможность, а 8-дюймовый нижний за климатическую обстановку. 99-му кроссоверу достался интеллектуальный помощник D-Live 5.0. Он умеет распознавать лица и выполнять голосовые команды. Помощник живет в центре передней панели, как трехмерная голографическая проекция. Bestune T99 имеет три варианта оформления интерьера – стандартный, спорт и люкс. Они отличаются между собой декором и, разумеется, материалом обшивки. В целом салон паркетника может похвастаться весьма стильным интерьером, а также внушительным свободным пространством на обоих рядах сидений. Спереди у паркетника установлены эргономичные кресла с боковым профилем, большим количеством регулировок и в меру плотным наполнителем. В движение FAW Bestune T99 приводится четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, генерирующим 224 лошадиные силы и 340 ньютон-метров крутящего момента. По умолчанию мотор работает в паре с 8-диапазонным гидромеханическим автоматом китайской компании Shengrui. Сколько времени занимает у кроссовера разгон с места до 100 км, официально не сообщается. Известно только, что максимально паркетник способен развивать скорость до 210 км в час. Расход горючего при этом в комбинированном режиме у него составляет около 7,9 литров на 100 км пробега. В основе FAW Bestune T99 лежит переднеприводная платформа с несущим кузовом. На обеих осях паркетника установлены независимые подвески с гидравлическими амортизаторами, стальными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Спереди архитектура типа Макферсон, сзади многорычажная система. Автомобилю положено рулевое управление с электромеханическим усилителем и речным механизмом. На всех колесах автомобиля применены дисковые тормозные устройства. Они работают совместно с ABS, EBD, BAS и прочими современными помощниками. Приобрести FAW Bestune T99 в базовой комплектации можно, начиная от 17 тысяч евро. Более продвинутая версия стоит на порядок дороже, но необходимо отметить, что стандартная комплектация кроссовера вполне упакованная, и она сможет удовлетворить потребности даже требовательных автолюбителей. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал.